Сегодня у нас пришла вот такая вот машинка интересная. MAN R2000. Сняли, нам привезли двигатель. Вот он у нас. Первое подозрение было, что это распредвал. Но, проверив зазоры на клапанах, потом обнаружили здесь у нас пробитие. 3 штуки у нас вот таких вот разбитых. Здесь на гильзе было пробитие. Также будем промерять посадочные под гильзы, при необходимости фрезеровать. Все, на этом, в принципе, разборка закончена. Заказываем запчасти, согласовываем с клиентом, моем все запчасти и начинаем сборочку. Друзья, всем привет! Вы на канале Мототрак. Мы переходим к сборке данного двигателя. Разборку, если пропустили, смотрите в предыдущем выпуске. Напомню, двигатель у нас D2866 LF20. Что говорит? D дизельный, 28 диаметр цилиндров, 128 поршневая группа, ход поршня 6, цилиндров 6. Приступаем мы к его сборке. Поменяли мы втулки распредвала, подчистили, подготовили поверхности под гильзы, под прокладки. Немного начали готовить уже запчасти. Пришли у нас новые запчасти. Также гильзы. Гильзы вот с таким номером. Это у нас не гильзы, а гильза-поршневая группа. Состоит из гильзы, поршня нового с кольцами, палец и резиночки под гильзы. Распаковываем. Гильзу одну распаковал, то есть промерял выступ гильзы в данном блоке. То есть, когда делал блок, готовил. Все мы подготовили, распаковываем и устанавливаем гильзы на свои места. Гильзы мы подготовили, установили на них резиночки снизу, сверху. Также установили резиночки в блоке, почистили каналы под резинки, соответственно, перед этим. Теперь смазываем резинки. У нас специальная смазка была в гильзы в поршневой группе КСовской. Смазываем резиночки и устанавливаем гильзы. Вот мы смотрим, у нас 0,8. И так везде.
Так, гильзы у нас установлены, везде выступ составляет 0,8. Когда допустимый у нас идет 0,4, 0,8. То есть максимальный размер, как раз самое то, что нам нужно. Еще немного усядет, когда прижмет головка блока цилиндра. Все, переворачиваем блок, устанавливаем распредвал и коленвал. Так, друзья, перевернули мы блок, установили в него вкладыши. Напомню, установили мы новые втулки распредвала здесь. Подготовили мы распредвал к установке. Помыли, продули, почистили. Также коленвал у нас готов к установке. И также мы подготовили толкатели. 6 толкателей у нас новых, 6 старых. Все усиленные ставим. И вкладыши, то есть бугеля. Тоже все готово. Начинаем с толкателей. Каш. Что делаете, блядь? И вот этот вкладыш у нас идет с пас-слайдером. Так, ну как-то так, надо Так, выставили мы ГРМ шестерню вот таким вот образом. Меточка шестера распредвала, направляющая в коленвалу. Подготовили кожух маховика, установили сальник, прокладка на месте. Устанавливаем кожух маховика на свое место. Также подготовили мы маховик, установили сюда новое беговое, новый подшипник маховик, установили направляющие, ставим маховик.
Так, двигатель мы поставили. Вот готовили поршня, установили шатуны установили новые вкладыши. Смазываем. Да, заднюю часть отснимаю, если получится. Кольца разводим в разные стороны, чтобы они не соединялись. И устанавливаем. Зазоры на кольцах должны быть в разные стороны. Знаком Mercedes.
Так, друзья, я так увлекся работой, что забыл, что снимаю для вас видео. Поставил я масляные форсуночки на место. Затянул их. Все форсуночки на месте. Заменили мы парочку. Это была у нас сломана одна и две кривые оказались. Дальше поставил также промплиту. Установил масляный насос с масляным заборником. С маслозаборником установил лапы двигателя, корпус термостат, корпус теплообменника, стартер. И установил я помпу. Помпу мы решили оставить старую, так как это не текла и она не шумит. Также крепление подушки установлено здесь. Все, подготовили поддон. Ставим. Сейчас надо это уточнить. У Боша там желтый ман приехал. Что, он ко мне вообще приехал? Регулировку клапанов надо будет сделать. Не открутил? У нас еще где-то такая же была, только, ну, которая не срезанная, обычная была. Вот так мы собрали двигатель до такой степени. Установили новые прокладочки ДБЦ. Подготовили болты новые ГБЦшные. И подготовили сами головки блока цилиндров. Заменили маслосъемные, заменили мы выпускные клапана, притерли, установили маслосъемные колпачки. Устанавливаем головки блока цилиндров на свои места. Так, далее мы затягиваем согласно вот этой вот схеме.
Головка у нас затянута. Головки у нас затянуты. Ставим кормусу. Три коронуса я заменил. У нас были повреждения в этом месте. Все, теперь регулируем купона. Если свободно, надо складывать раму, снимать движок на ее стой. Ну, уже приедет МАН этот, да, или что? А, хорошо. Стоит у нас шасси без кабины. Так, купоном отрегулировали. Далее устанавливаем топливную бордуру, топливный насос и топливные форсунки. Так, мы устанавливаем топливный насос. Выставили мы меточку ТДЦ. У нас на метке верхней мертвой точки градус 0. Здесь у нас регулировка. Здесь перекрытие шестого, регулировка первого цилиндра. Подготовили насос. Насос не проверяли, не делали. Установили мы здесь фиксатор
флажка. И устанавливаем его на свое место. Работают. Установили мы насос топливный. Сюда мы закинули новые шайбочки, колодцы под форсунку. Устанавливаем форсуночки на свои места. Вот это с проводом у нас первая форсунка, остальные без разницы какую куда. Внедряем. Так, друзья, вот такого состояния у нас собранный теперь двигатель. Установили новые топливные трубки, обратка, все подключено. Теперь мы ставим турбинку с выпускным коллектором и также впускной коллектор. Ну вот и все, друзья, мы закончили сборку данного двигателя. Двигатель полностью собранный. И отдаем мы его на установочку. Попробую, надеюсь, что меня позовут на запуск данного двигателя и попробую, соответственно, снять и этот самый первый запуск
Ну, пока все. Так, все, пробуем запуск.